Валар Моргулис, друзья! Вроде как недавно сезон только начался, а уже вышла аж 4-я серия 7-го сезона Игры Престолов. С каждым эпизодом события развиваются все ярче и стремительней, и данная серия является тому подтверждением. Если вы ее еще не посмотрели, то советую выключить видео и вернуться уже после просмотра, так как далее будет подробный обзор серии. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, подписывайтесь на страничку канала в инстаграме. Серия носит название «Трофеи войны». Как мы знаем, в Игре Престолов названия всегда носят двойственный характер, и этот раз не стал исключением. В первую очередь имеются в виду трофеи Джейме. Золото, которое он захватил в замке Тирелов, очень важно для дальнейшего успеха Ланнистера в войне, и получило внимание как в сценах с Джейме, так и в сценах с Серсеей. Тион, вернувшийся после поражения Эурону, рассказывает, что Эурон захватил Яру, Эларию и Тиенну. Они тоже трофеи войны. События начинаются с Хайгардена. Войска Джейме после того, как пополнили свои ресурсы, покидают замок и возвращаются в Королевскую гавань. Стоит обратить внимание, что в войске не только солдаты Ланнистеров, там также есть и солдаты Рэндила Тарли. На некоторых щитах можно заметить лучника, герб дома Тарли. Брон снова показал, что он остер на язык, и их с Джейме диалог стал прекрасным началом серии. Брон понял о том, что Королева Шипов как-то уколола напоследок Джейме и решил надать им немного пошутить. Но Джейме отлично выкрутился из ситуации, сказав, что исповедуется только Верховному Септону, а после взрыва Великой Септы Бейлора эта должность сейчас остается незанятой. Также нам сделали отсылку ко второй серии 5-го сезона. В ней Джейме обещает Брону замок за помощь в его дарнийской миссии. И Брон, даже получив хорошую денежную компенсацию за свою помощь, все еще помнит об обещанном ему замке. Скорее всего, Брон получил такую большую сумму после взятия замка, так как замок был взят во многом благодаря ему. В первом сезоне в 5-й серии, когда Тириана везли в Орлиное гнездо, он сказал Брону, что говорят, что этот замок неприступен. И Брон ответил, что дайте ему 10 толковых людей и скалолазные шипы, и он возьмет эту неприступную стерву, имея в виду крепость. В 3-й серии 7-го сезона, во время того, как Тириан рассказывает свой план по захвату утеса Кастерли, он произносит фразу, что однажды его добрый друг говорил: «Дайте мне 10 смельчаков, и я возьму приступом любую стерву». Конечно же, он цитировал Брона. И основываясь на этих совпадениях, можно предположить, что Хайгарден был взят по похожей схеме, как и утес Кастерли. Аналогичную группу смельчаков, что в утесе были под началом серого червя, в замок Тирелов вел как раз Брон. В Королевской гавани тем временем представитель Железного банка Тихон Эсторис все еще находится в столице и ожидает уплаты долга. Диалог Серсеи и Тихон Эсториса ничем не примечателен. Тихо просто усыпает Серсею комплиментами в преддверии получения огромной суммы денег. А Серсея еще раз показывает, что у нее в планах вернуть контроль над всеми регионами страны и держать их в ежовых рукавицах. На севере, в Винтерфелле, Мизинец продолжает играть в свои игры и рассказывает Брану о своей огромной преданности детям Кейтилин. Он говорит, что даже принял бы кинжал в сердце, защищая ее детей. Было особенно забавно услышать эту фразу от Бейлиша. Непонятно, почему он решил подарить Брану кинжал из валерийской стали, с помощью которого на него было сделано покушение. Но можем предположить, что он таким образом просто хотел войти в доверие. Стоит обратить внимание, что когда Бран спросил, знает ли Мизинец, кому ранее принадлежал этот кинжал, он ответил, что не знает. Но в 3-й серии 1-го сезона он сказал Кейтилин, что кинжал принадлежал Тириану, чтобы разжечь зарождавшуюся вражду между Ланнистерами и Старками. На самом деле этот кинжал изначально принадлежал Бейлишу, но он проиграл его в споре Роберту Баратиону. И Джоффри, взяв кинжал у отца, дал его убийце, чтобы тот покончил с Браном. Джоффри услышал ранее фразу Роберта: «Мы убиваем наших лошадей, когда они ломают ноги, и собак, когда они слепнут, а вот оказать такую же милость искалеченным детям у нас духу не хватает». И для того, чтобы что-то доказать отцу, Джоффри решил, что у него духу хватает. В конце разговора Бран отлично продемонстрировал Мизинцу, что он не так прост. Когда Бейлиш говорил Брану, что тот вернулся домой, а здесь происходит такой хаос, Бран ему ответил: «Хаос – это лестница». Данная фраза принадлежит самому Мизинцу, вот почему он так удивился. В 6-й серии 3-го сезона в диалоге с Варисом Питир Бейлиш сказал тому, что хаос – это не провал, хаос – это лестница. Было очень неприятно, как Бран поступил с Мирой. Она многое пережила, чтобы ему помочь, потеряла брата, а он еле выдавил из себя «спасибо». Но зато теперь мы можем понять, что тот Бран, которого мы знали, мертв. Его способности изменили его. Чем больше он просматривает воспоминаний, тем больше они его меняют.
Как мы можем понять из его слов, он был уже во множестве видений: свадьба Сансы, разговор Бейлиша, Арья на перекрестке, и это только то, что он рассказал. Знания, что он получил со своим даром, его изменили. Он как будто пережил множество других жизней, которые и создали нынешнего Брана. В оправдание Брана можно сказать, что Джоэн Рид, брат Миры, знал, что он умрет за стеной. Он сам об этом говорил, когда они только шли туда. Но все же, несмотря на все, хотелось бы более душевного прощания и благодарности, ведь он выжил только благодаря Мире. Скорее всего, мы ее уже больше не увидим. Она по сюжету отправится к себе домой на перешеек. Сейчас все идет к тому, что количество героев сокращается, и в конце концов должны остаться только главные герои, которые соединятся в одной локации. Все второстепенные персонажи должны как-то уйти, и нужно сказать спасибо, что Мира все же вернется домой, а не будет убита. Еще один Старк возвращается домой. Арья прибывает в Винтерфелл. Было очень трогательно, когда она сдалека увидела заснеженный север и сам Винтерфелл. Внутри замка герб с серым лютоволком снова висел на стенах, и жизнь бурлила. Все люди были чем-то заняты, как будто ничего и не было. Такое чувство, вроде ты сам вернулся домой после долгого отсутствия. Сестры Старк встретились в наиболее подходящем и символичном месте, в крипте возле гробницы их отца. Их встреча была довольно-таки дружелюбной и милой, но все же, несмотря на длительную разлуку, можно было заметить, что между ними было какое-то напряжение. Они с детства недолюбливали друг друга, и это чувствовалось и сейчас. Арья знала, что Санса с детства хотела стать леди, и услышав, как на нее говорят леди Старк, не сдержалась сделать ей несколько вопросов о ее статусе. Было забавно, как она рассказала о своем списке, и ей снова не поверили и приняли это за шутку, как это было в первой серии 7-го сезона с гвардейцами Ланнистеров. Все встречи Арьи с родственниками были в символичных местах. Брана она встретила возле чердрева в Богороще Винтерфелла. Он, как и при встрече с Сансой, не проявил никаких эмоций. Бран знает о списке Арьи и говорит о нем при первой же встрече, демонстрируя ей свои силы, как он это делал ранее с Сансой. Он дарит Арье полученный от Бейлиша клинок, говоря, что он ему не нужен. И основываясь на некоторых слухах, можно с уверенностью сказать, что он еще сыграет свою роль в дальнейшем. Нам показали, что все младшие Старки прошли длинный и тернистый путь, пока снова вернулись домой. И фраза Арьи, что это еще не конец, должна давать надежду на лучшее для них будущее. Когда все трое идут по Винтерфеллу, невольно даже появляются мысли, что близится рассвет, и все невзгоды уже позади. Но зная, как устроен мир Игры Престолов, это только кажется. На драконьем камне у Миссандеи и Дейнерис происходит короткий диалог об отношениях Серого Червя и Миссандеи. Нам показывают, что несмотря на все, Миссандея и Дейнерис – молодые девушки, которые так же, как и другие, иногда могут позволить себе мило посплетничать. Их прерывает Джон Сноу, который хочет показать им пещеры, где будут добывать драконье стекло. В пещерах, как и предполагалось, полно обсидиана, но кроме него там есть и наскальные рисунки. Эти символы мы уже видели ранее, либо выложены из трупов, как в первой серии первого сезона и третьей серии третьего сезона, либо из камня, когда трехглазый ворон показывал Брану, как появился Король Ночи, и когда Король Ночи превращал младенца в одного из иных. Также не стоит забывать, что такой же символ нам показали в тизере 7-го сезона, и в связи с этим можно утверждать, что эти символы еще сыграют в предстоящих событиях свою немаловажную роль. В пещерах были рисунки не только символов, но и детей леса, первых людей и иных. Они подтверждают слова Джона о надвигающейся угрозе, и Дейнерис верит ему. Интересный факт. В прошлый раз, когда Король Ночи вел войну с живыми, у него была борода. Спустя 8000 лет он решил сменить имидж, и мы знаем его как гладко выбритого красавца. Джон и Дейнерис уже перестали относиться друг к другу враждебно. Их диалог в пещере и увиденные рисунки сопутствуют возникновению доверия друг к другу. Нам показывают, как медленно лед и огонь начинают симпатизировать друг другу. Вскоре после того, как Джон и Дейнерис со спутниками покинули пещеры, их встречают Варис с Тирианом и сообщают о провале их плана, хотя утес Кастерли и был захвачен. Стоит обратить внимание, что Дейнерис считает Джона союзником и даже спрашивает у него совет, что еще раз показывает о симпатии Матери Драконов к Королю Севера. Джон в своем стиле произносит речь о будущем, которое она может построить, и о жертвах, которые будут, если использовать драконов для сожжения Красного замка. Но Дейнерис выбрала средний вариант. Как советовала ей Королева Шипов, она перестала слушать умных советников, которых Олена обозвала овцами, и решила, что пора показать, что она не овца, а дракон. Арья попросила Бриенну потренироваться с ней, и их бой был довольно показательным. Мы можем увидеть, что Арья хорошо овладела техникой водяного плясуна. Именно этому стилю фехтования ее когда-то начинал обучать Сирио Форель.
Во время боя с Бриенной она вела себя почти точно так же, как и Сирио, когда ее тренировал. Увидев ее умение, он скорее всего ею бы гордился. Их драка была своеобразной отсылкой к первому сезону и тренировкам Арьи. Также стоит обратить внимание на то, что Арья на вопрос Бриенны о том, кто ее научил так драться, ответила «никто». Было забавно услышать эту игру слов. Арья, как и в предыдущие разы, говорит правду, но ей либо не верят, либо не понимают. Стоит еще обратить внимание на то, что Арью изначально этому стилю обучал Сирио Форель. И в свете того, что Арья сказала, что ее обучил никто, существующая теория о том, что Сирио один из безликих, получила еще одно косвенное доказательство. Хотя она, скорее всего, конечно же, имела в виду свое обучение у человека с лицом Якинахгара в черно-белом доме Бравоса. Давос и Джон обсуждают Дейнерис. В их разговоре Давос нам намекает о симпатии Джона к матери драконов. Но, как говорит Джон, его волнует только война с Королем Ночи. Луковый рыцарь снова мило начал разговор с Миссандеей, и мы снова узнали немного нового о ее родине, острове Наад. Но интереснее в этой сцене было далее. Прибывают выжившие после морского сражения Тион и Железнорожденные. Каково было удивление как у Джона, так и у Тиона, когда они увидели друг друга. Они не предполагали, что встретятся. Тион предал Старков, захватил Винтерфелл и вроде как убил Брана и Рикона. Хотя это позже и оказалось неправдой, у Джона все еще остаются причины его ненавидеть. Но Тион помог Сансе убежать от Рамси, и этот его единственный поступок спасает его от гнева Джона. Тион первым делом при встрече спрашивает Джона о Сансе. Да, возможно, он волнуется, добралась ли она, но в то же время он таким образом напоминает о своей помощи ей. Как мы видим, Тион уже пришел в себя после боя, и личность Вонючки ушла на второй план. Он сожалеет о том, как поступил, и говорит, что ему следовало бы быть мертвым. Также, несмотря на то, что Железнорожденные презрительно отнеслись к Тиону, когда его достали из воды, они все равно в какой-то мере его поддерживают. Тем временем караван Ланнистеров с золотом достиг Королевской гавани, но повозки с продовольствием все еще в пути. Армия Ланнистеров растянулась на много миль и не готова к сражению. Авторы снова обыграли рекаст Дикона Тарли. Джейме опять назвал его Риконом, было очень забавно. Также стоит отметить, что Дикон, хотя и рос под влиянием своего строгого отца, вырос на него не похожим. Он волнуется за правильность их поступка и сам по себе довольно-таки скромный, прям как Сэм. Не зря ведь они братья. Хотя в книгах Дикон должен быть больше похожим на отца. И вот где-то вдалеке слышны звуки приближающейся конницы. Джейме ожидает сюрприз. На них движется орда дотрикийцев во главе с Дейнерис верхом на Дрогане. В отличие от захвата утеса Кастерли и Хайгардена, эту битву нам показали достаточно хорошо, и в ней было все отлично. Множество как общих планов, так и кадры от первого лица. Особенно хочется отметить появление Дрогана и первая Дракарис Дейнерис. Выражения лиц Брона и Джейме полностью описывали те чувства, что должны были у них быть при первой встрече с драконом. В данном сражении столкнулись герои, одинаково любимы зрителями, и во время битвы тяжело выбрать какую-то сторону, волнуешься за всех. В один момент мы видим сражение со стороны Дейнерис, парящей в воздухе на драконе. Через несколько секунд мы уже в гуще сражения и понимаем, как видят происходящее Джейме и Брон. А через еще некоторое время мы уже с Броном чуть ли не от первого лица пытаемся выжить среди огня и снующих везде дотракийцев. Битва была захватывающей, и можно было понять и прочувствовать каждую из сторон. И за это и стоит любить Игру Престолов. Стоит отметить, что Ланнистеры подозревали о нападении на них драконов, и при них была баллиста Квиберна. Она, как оказалось, действительно действенное оружие против драконов. Будь их больше, возможно, у них и получилось бы убить Дрогана или ранить достаточно сильно. Но она была только одна, и ее оказалось недостаточно. Правда, ранение Дрогану нанести все-таки удалось. Так же, как Ланнистеры использовали одну баллисту, так и Дейнерис взяла с собой только одного Дрогана. Рейгаль и Визарион не участвовали на этот раз в битве, как это уже было в заливе работорговцев. Скорее всего, 3 драконами было бы трудно управлять, и они могли сжечь своих, поэтому они остались на драконьем камне. Также стоит отметить роль Тириона в данной битве. Он, хотя лично и не участвовал, но наблюдал со стороны за происходящим, словно мы с вами. Интересно, что Тирион все еще любит своего брата и волновался во время битвы за него даже больше, чем за Дейнерис. Когда Джейме приближался с копьем к Дейнерис, Тирион думал о нем, а не о возможном риске для его королевы. И это показывает нам, что несмотря ни на что, они волнуются друг за друга и желают лучшего. Кстати говоря о риске для Дейнерис, во время того, как Джейме скакал на Дейнерис с копьем в руке, мы могли заметить страх на ее лице. Такое последний раз было в бойцовских ямах Мерина, когда ее, как и этот раз, спас Дроган. Джейме тоже спасли, лицо спасителя нам не показали, но можно с большой уверенностью утверждать, что это был Брон.
Когда мы его видели последний раз, он как раз увидел коня, и именно этого же коня сжег Дроган. Такой рисковый поступок для Брона не характерен, но это нам еще раз доказывает, что во всем есть исключение, и у каждого человека есть как темная, так и светлая сторона. Джейме с Броном начали медленно тонуть на дно озера. Для Брона будет легче выплыть, на нем ведь нет тяжелых доспехов в отличие от Джейме. Но несмотря на все, мне кажется, что как Брон, так и Джейме окажутся живыми. Правда, попадут ли они в плен или у них получится сбежать, неизвестно. Если подытожить, то серия получилась довольно-таки интересной. Ария вернулась в Винтерфелл, Джон нашел доказательства существования Короля Ночи, неожиданная встреча Тиона и Джона Сноу и эффектное сражение Ланнистеров и дотракийцев с участием Дрогана. В достаточном количестве было как диалогов, так и экшена. События начали развиваться все быстрее. Понемногу пути всех главных героев начинают пересекаться, и уже чувствуется, что все идет к завершению. И это все больше подогревает интерес к данной вселенной. Узнать, что же все-таки ждет наших героев в конце их длинного пути. Моя оценка серии 10 пальцев Давоса из 6 возможных. А как вам серия? Делитесь своими впечатлениями в комментариях к ролику. Если обзор вам понравился, поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если вдруг вы хотите купить себе футболки с принтом с Игры Престолов, по ссылке в описании можно найти их огромный выбор, или же в конструкторе сделать свой. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!